Ребят, привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о такой штуке, как озонотерапия. Скажу вам честно, что я еще пока сам этого не пробовал, но я изучаю, и звучит это очень неплохо, и особенно неплохие отзывы об озонотерапии. Еще один огромный плюс, она на самом деле недорогая, потому она, собственно, очень пользуется спросом в косметологии, ну и, конечно, на самом деле нам она будет тоже полезна для тех, у кого потеря волос, чтобы это остановить, для тех, кто сделал пересадку, чтобы укрепить и дать, скажем так, толчок росту новым волосам, новым фолликулам, ну и донорской зоне это тоже будет особенно полезно. Ну и давайте сегодня об этом и поговорим. Не забывайте также подписываться на канал, ставить лайки, если вам нравится моя работа, мои видео. Также помните, что сейчас появился еще телеграм-канал, там, где мы с вами, в общем-то, общаемся. Сейчас я постепенно набираю подписчиков и в будущем постараюсь более активное участие там. И что самое интересное, многие вопросы, которые вы мне задаете, первым делом как бы отражаются именно в телеграм-канале. И затем уже когда я накапливаю какой-то определенный уровень этих вопросов, я снимаю видео для YouTube. Более того, я придумал еще такую штуку, что эксклюзивно для телеграм-канала как минимум одно видео в неделю будет появляться первым делом именно в Телеграме, и затем уже через какое-то время, возможно, на YouTube. Поэтому все об этом канале есть в описании, подписывайтесь, и я думаю, будет интересно. Там же есть еще комментарии, где мы сможем с вами общаться, где вы можете, как вот делают ребята, шарят свой опыт, как они пересадили, как у них идет ход, в общем-то, заживления, как кто-то готовится. Ну, то есть это зона, где это такое пространство, скажем так, где мы с вами также можем общаться, как, собственно, и в комментариях под YouTube. Ну и не забудьте также про колокольчик, чтобы видеть сразу о загрузке новых видео, точнее даже не загрузки, а посте новых видео. Итак, сегодня речь пойдет об озонотерапии. Ну что ж, давайте вот сразу я вам скажу, что хоть это и операция, но скорее вообще пересадку волос относят не столько к медикаментозному, клиническим процедурам, сколько косметологическим. И, собственно, озонотерапия – это тоже косметологическая процедура, которая, собственно, в последнее время демонстрирует отличные результаты, как дополнительная такая терапия в лечении облысения. Также даже у кого, собственно, только есть подозрение на облысение, то есть оно еще не началось, но есть уже какие-то определенные признаки, это тоже отличное подспорье и отличный способ, чтобы остановить. Давайте разберемся для начала, что такое озон. Итак, озон – это быстро распадающиеся соединения в процессе течения химических реакций, размножения грибковых бактерий и других нежелательных вирусов прекращается с помощью озона. Такой эффект был замечен и активно использовался еще 150 лет назад, когда применили его как обеззараживающее и заживляющее средство. Результаты озоновой терапии, вот их выделено несколько, я их специально для вас перечислю. Итак, первое – это обменные процессы начинают протекать интенсивнее. То есть, вот представьте, вам пересадили волосы, и чтобы еще подтолкнуть, дать в них зарядить жизнью, что называется, вот с помощью озонотерапии это позволяет сделать. Второй момент. Нормальный ток крови и лимфы восстанавливается. Это тоже очень актуально, особенно после проведения операции по пересадке. Ну и опять же, также это актуально и для того, чтобы, собственно, предотвратить выпадение ваших волос и укрепить их. Третий момент. Как следствие, быстрее выводится из организма продукты метаболизма, что также очень положительно влияет на наш организм. Четвертый момент. Липидный обмен приходит в норму. То есть это тоже очень важно, особенно что касается
под волосяного слоя и нашей кожи. Следующее – это восстанавливается работа природных механизмов, стимулирующая рост волос. Ну и в целом терапия приводит к укреплению всего нашего организма. То есть, ну, вот прям такие классные преимущества, которые, я думаю, будут полезны в любом случае. Как проводят саму процедуру? Делать это возможно несколькими способами. Внутривенно, если цель улучшить, в общем-то, состояние всего организма. Второй момент – это с использованием микроинъекций, вводимых непосредственно в кожу, что позволяет быстро воздействовать сразу на волосяной фолликул. Это вот особенно для нас актуально. Затем бывает еще наружное применение, когда лечебный состав распыляется в непосредственной близости с волосами, после чего создается парниковый эффект с использованием специальной шапочки. То есть, ну, это идет распыление. Вы, наверное, уже видели видео, когда мне делали после операции в моей клинике вот как раз-таки похожую процедуру. И затем одевается шапочка, чтобы это все задержать. Но мне шапочку не одевали, вроде бы это было и так достаточно. Ну, в домашних условиях, опять-таки позже я постараюсь еще найти какие-то специальные сеты, такие наборы, которые можно будет купить и делать это дома. Потому что обычно многие процедуры достаточно дорогие, что особенно касается мезотерапии. О мезотерапии говорил я в других видео. И говорил о том, что я немножко изучал в городах, в салонах. Обычно эта операция, точнее эта процедура стоит около $100. Далее я попробую найти какие-то хорошие сеты, комплекты, которые можно покупать и предложу вам, потому что это намного выгоднее делать это дома и дешевле, чем ходить специально в какие-то клиники или там салоны красоты. Но и опять-таки дома это намного удобнее. Вам не нужно привязываться ко времени, ну и свободно и чаще это можно намного делать. Вот такие. И бывает еще комбинированный способ, где, собственно, сочетается инъекция и распыление. То есть, ну, это особенно эффективно, как, собственно, указано в статье. Для кого показана озоновая терапия? В качестве дополнительного оздоровления волос и кожи головы такую терапию обычно рекомендуют тем, у кого: первое, слишком медленно растут волосы; второе, диагностирована аллопеция, вне зависимости от стадии заболевания, ну, другими словами, облысение; жирная сиборея, третье; четвертое, ломкие волосы, имеющие тонкий и слабый стержень. То есть, в принципе, это еще раз подтверждает то, что для нас, для лысеющих или для людей, которые вот останавливают лысение, аллопецию, очень неплохого результата можно добиться. Ребят, еще, пожалуйста, просьба, если кто-то это пробовал, пишите, пожалуйста, в комментарии, пишите в Телеграме, делитесь своим опытом, чтобы я мог также что-то узнать от вас и затем поделиться со всеми нами. Вот. Несмотря на хорошие результаты и широкий спектр применения и длительную историю использования, такая терапия имеет свои противопоказания. То есть есть еще и противопоказания. Вот пришла Аиша, видите, у нее выпадение волос сезонное, но она вот постепенно уже заканчивается. Аишка. Вот, вернемся к противопоказаниям. Есть противопоказания, и вот противопоказания говорят о том, что перед тем, как применять, лучше всего, конечно, консультироваться с трихологом, чтобы снизить определенные риски. Ну и немножко, конечно, нужно рассказать вам о рисках, то есть они есть, и самые распространенные противопоказания. Первое – аллергия на озон и содержание озон-препарата. То есть если у вас есть такие аллергии, то, конечно, озон для вас противопоказан. Второй момент – болезни, связанные с нарушением нормальной свертываемости крови. Я думаю, если оно есть, то вы об этом знаете. Третье – некоторые инфекционные заболевания, сопровождающие повышенной температурой. То есть температура и озон тоже несопоставимы. Четвертое – заболевания, приводящие к неправильной работе эндокринной системы. Вот это нужно, конечно, обсудить с лечащим врачом, терапевтом, потому что прежде всего любое лечение должно быть в пользу, а не во вред.
Пятый момент – онкологические заболевания. Тут уж отдельное такое звено, с которой тут тоже нужно обязательно с врачом консультироваться. Следующее – это болезни сердечно-сосудистой системы. Опять-таки нужно пообщаться с врачом. Эпилепсия и, что касается женщин, беременности и период лактации. То есть эти моменты, конечно, нужно учитывать. Вон, видите, Аиша хочет все время, когда я записываю видео, хочет ласки и внимания. В последнем случае запрещение озонотерапии продиктовано непредсказуемой реакцией организма беременной женщины на озон. Но это опять-таки, что касается женщин. Ну и я уже делал выпуск, есть отдельный выпуск, если вы не видели, облысение, аллопеция у женщин. Вот для кого это актуально, обязательно посмотрите. Я думаю, вы очень много всего полезного для себя подчеркнете. Она отличается от мужской аллопеции, но и вот имеет место быть, хотя мы об этом никогда, возможно, и не думали. Что нужно знать перед озонотерапией? Первое. Волосы должны быть чистыми и высушенными. Если после завершения процедуры вы почувствовали легкий зуд, не нужно впадать в панику, это проходит в течение получаса. То же самое можно сказать о местах уколов, если речь идет об инъекциях. В этих местах может появиться покраснение, небольшой отек, что тоже проходит. То есть, ничего страшного такого нет. При внутреннем применении может ощущаться легкое кратковременное недомогание. Но, собственно, я думаю, тоже с этим можно жить и пережить. Далее не рекомендуются физические нагрузки, а также посещение бани, сауны в течение недели после проведения терапии. То есть очень похоже на то, что происходит после пересадки волос. То есть, опять-таки, все, что связано с давлением, повышением кровотока, это всего нужно избегать. То же самое, видите, есть и с озоном. Также лучше отказаться от фена и средств укладки волос. То есть, тут, я думаю, можно легко от этого отказаться. Озонотерапия является очень популярной не только из-за высокой результативности, но и низкой стоимости. То есть, как я и говорил в другом выпуске, как правило, такие процедуры стоят порядка $15 за процедуру. Наверное, это один из самых дешевых способов, поэтому реально можете это попробовать. Ну и отдельно я сниму еще ролик про мезотерапию, потому что про ее эффективность особенно подчеркивают. И как я говорил ранее, я попробую найти способ, чтобы можно было сделать какие-то комплексы для домашних условий, и вы могли это покупать и делать сами, и не тратить кучу времени на походы в салоны специальные. Вот, это что касается озонотерапии. Надеюсь, это для вас было полезно. Помните также про телеграм-канал, где мы обсуждаем различные темы. Чем больше людей будет там, тем больше информации будет, тем больше участия и тем больше всего интересного вы сможете узнать. Также экспериментально я сейчас есть еще и на TikTok. Вы можете также меня найти. Ссылку я оставлю в описании. Мой красавчик называется, или просто по красавчик. Там будут короткие, практически ежедневные видео о том, как у меня растут волосы и то, что нужно об этом знать, потому что некоторые мысли у меня возникают внезапно, и чтобы я не забывал, я, соответственно, сразу снимаю видео или сразу же пишу в Telegram. И затем, когда уже накапливается какой-то определенный слой информации, я снимаю видео для YouTube. Итак, если это было полезно, не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, пишите в комментарии. Это также место, где мы с вами можем общаться. И пускай колосится. Пока!